Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Чего вы не ожидаете в апреле? Что уйдет из вашей жизни, а что придет взамен? Апрель несет важные перемены для каждого из нас. И в этом раскладе мы с вами построим или посмотрим три важных пункта. Что завершает свой путь, что приходит внезапно в вашу жизнь, ну и что нового идет в вашу жизнь в апреле месяце, что стоит уже у порога вашей судьбы. И вначале, безусловно, у нас карты пасьянса, старинного цыганского, который мне очень много лет. И они не только расскажут, они буквально покажут, какие события скоро произойдут. С чего, может быть, начнется апрель месяц, каким он будет, к чему приготовиться, не без этого. Итак, что скоро произойдет в вашей жизни, но пока от вас скрыто, пока вы не догадываетесь, не видите или не предполагаете. Смотрим, что для Девы. Благополучие. Вот сразу с первого знака, когда голубь выпадает, это всегда благополучие. И хочется сказать, даже если у вас сейчас, есть какие-то нерешенные вопросы или много таких задач, когда вы вообще не знаете, как к этому подступиться. Кстати, любовь идет, мои дорогие. Для кого-то из вас вопросы личной жизни, вопросы дома, где-то. Не без этого все же благополучие, финансовый достаток тоже подразумевается. Так вот, даже если поначалу что-то криво, или вы смотрите заранее это видео, и пока еще не знаете, во что это все выльется, да все будет хорошо, посмотрите. Более того, один из символов Меркурия, ваша планета-управитель, мои дорогие, корабль. Конечно, это сами по себе перемены. Поездки, может быть, апрель будет у вас, вы пока не видите. Такой достаточно интенсивный и интересный месяц. Может быть, придется совершить не одну поездку, но самое главное – исполнение желания. В нашем пассиансе это одно исполнение желаний, но, наверное, оно того стоит. При этом, я должна сказать, у вас выпадает мельница. Это пустые разговоры. То есть, будут и такие персоны, будьте к этому готовы. Смотрим дальше. Что еще нам расскажут? Вот смотрите, вы можете обсуждать какое-то важное дело или подписание важной бумаги, документа, для кого-то буквально получение сертификата, который перед вами открывает вот как раз и перемены, и новые возможности. Возможно, придется договариваться. У кого-то это будет связано с личной жизнью. Может быть, сама по себе как информация, но здесь у нас конкретно документ, когда, или как сургучная печать, какая-то важная бумага. Может быть, кому-то придется такие проводить согласования, важные встречи, важные персоны. Деньги, мои дорогие, мы вскользь уже упоминали. Но, видимо, знаете, хочется сказать, для вас очень важно, это можно сказать даже на последующие 7 лет. Сейчас Уран у нас завершает последний реверанс в знаке Телец. Телец, как и вы, принадлежит к стихии Земли. И вот это время апреля, когда мы, как для себя сделаем что-то очень правильно, чтобы наша жизнь пошла с правильной ноги. Уран, хоть вы и не тельцы, он помогает, именно находясь в тельце, вот этим заключительным аккордом, что-то создать, совершить, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. И как знаки зодиака стихии Земли, так и воды. Может быть, в вашей жизни, в вашей семье есть люди, которые именно рождены под знаком стихии не только Земли, но, может быть, и воды. Или ваш любимый человек. Вот здесь могут быть перемены, как и в вашей жизни. Какие-то обстоятельства, может быть, и на работе. Обстоятельства с родственниками. Или, внешние какие-то события. Но точно то же самое может происходить и в жизни вот таких людей. Но это все к благополучию в конечном итоге ведет. Вы можете сомневаться. Так вот, совет, наверное, основной. На 7 лет не страдать перфекционизмом. Все-таки не случайно корабль, давайте оставим корабль, чем пустые разговоры. Мне нравится явно больше это значение. Потому что для вас будет, знаете, очень важно быстро перестраиваться. Вот как по Меркурию. Да, есть же управитель Меркурия не только в вашем знаке, но и близнецы. Вот как раз Уран перейдет в близнецы.
И близнецы, они, знаете, легкостью общения. Или когда они любопытство к жизни, не к соседу, а именно к жизни, когда они все время, как, знаете, исследователи, они что-то готовы исследовать, их привлекает что-то новое, но это не граничит с перфекционизмом, а вот как раз быть легким на подъем и рассматривать все то, что пока еще, ну, оно вот как-то сыпко, но, по крайней мере, не исключать это из фокуса внимания, потому что именно вот эта новизна, элемент вот этой легкости, да, легкости может быть на подъем, когда спонтанно куда-то собрался и поехал. Для вас в совершенно других красках заиграет ваша жизнь, ваша судьба. Вот примите это к сведению. Тут карты ни при чем, это больше планетарные транзиты. Ну и на самом деле так, все то, что я сказала, открытый путь. Вот вам только вперед. Смотрю, что у вас еще совпало, потому что в нашем раскладе мы можем... А вот, кстати, мои дорогие, правда, у вас совпал ключ. А мы можем соединить значения в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Так вот, у вас еще совпадает дорога. И когда дорога совпадает с ключом, очень дальняя поездка. Может быть, другой континент, другая страна. Или какой-то далекий переезд, может быть, далекий город, какое-то расстояние. Либо этих перемещений будет много, мы уже говорили, да, перемены. Но для кого-то это может быть связано с жизнью пары, жизнью, ну вот именно по части личная история, как ваш дом, может быть, вы будете обустраивать свое гнездышко, видеть буквально, ну, где-то в другом месте, вполне вероятно. Но я могу допустить, что где-то в апреле, такие дела наспех не делаются, понятно, но в апреле вы можете об этом задуматься. Или какая-то сложится ситуация, по которой, может быть, это и будет касаться перемещения. И вот эта цепь, эта сердечная тяжесть, это не есть что-то материальное, но это то, что внутри нас самих где-то удерживает, да, вот как эти цепи. Или каждый раз, как знаете, такое зерно сомнений, а получится, не получится, гоните прочь. Тут могут быть и люди с пустыми разговорами, от которых ни толку, ни смысла, ни прогресса. Поэтому к этому тоже будьте внимательны. А еще у вас совпала корона, символ власти. Это двояко. Первое, это, конечно, ваша корона, можно сказать и так. То есть это ваша власть, это ваша значимость, это ваши уже какие-то достижения. Это у кого-то карьера, это признание ваших заслуг, это ваша экспертность. Но это могут быть и новые люди, которые наделены властью, новое общение. Причем в таких высоких ступенях иерархии. Может быть, это будут вообще кардинально другие персоны. Вы общались на более таком низком уровне. А теперь для вас судьба складывает иную палитру общения. Поэтому кто-то будет менять и окружение тоже. Потому что либо вам так интересно, либо правильно. Может быть и надежно. Но самое главное, хочется, понимаете, хочется идти вперед. Ладно, не вижу больше совпадений. Нет, вижу. Все же вижу. Как-то вот в самом начале не увидела. Смотрите, у вас маска. Вот я не случайно сказала пустые разговоры. А по маске это всегда персонаж, который... Он даже нам не говорит, что он думает. И здесь, знаете, как затаился человек, наблюдает. Вот за вами тоже могут наблюдать. Примите это к сведению. Могут, конечно, нам что-то и приятное говорить. Или у нас что-то выведывать. Кстати, пустые разговоры. Под какой-то такой маской доброжелательности. Но вот будьте прозорливы, будьте внимательны, потому что на кону ваше благополучие. Может быть, это, знаете, как персонаж, который видит, что у вас сейчас, мои дорогие девы, в апреле какой-то как разворот судьбы будет. Или какие-то добрые перемены. И кто-то завидует. Почему нет? По маске такое может быть запросто. Ладно, пойдем вперед. Вот теперь уж точно идем вперед, мои дорогие. Итак, дополним картами Таро. Что уйдет? Что завершится? Завершается уже сейчас. Или от чего вы, мои дорогие, откажетесь сами? Может быть, доведете что-то до ума, поставите точку, скажете, все, туда я не ногой. Так что? Что уйдет? Восьмерка пентаклей. Вы знаете, по этой карте, кстати, одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Ну, понятно, это никуда не уйдет, тут нам показали. Но ведь основной смысл, кстати,
это как человек, который работает сам на себя. Или всегда по этой карте идет профессионал, который кует пентакли. Но вот этот профессионализм, который на одном уровне, я об этом говорила, а у вас тут и корона получается, и благополучие, построить карьеру. Или вот стать более известным, когда ваши именно ваши достижения, ваши мысли, ваши качества характера, они будут признаны. Но это не мы тихо сами с собой, да, там работаем и так немножко корпим. Где-то перфекционизм, мои дорогие, потому что тут внимание идет к деталям по этой карте. А когда мы понимаем, что да нет, сейчас есть что-то более важное. Тут ведь тоже это колода Чиро Маркетти, обратите внимание. Да, человек занят изготовлением пентаклей, но явно мудрый человек. Посмотрите, какая стопка книг. И уже большая проделанная работа. Ну, как эти пентакли, так и книги, как будто паутиной заросли. Пришло время стряхнуть как-то пыль с того, что вами прежде была как мечта. Но в силу причин было разных, да, может быть, и обстоятельств, отложено на потом. Здесь выход на другой уровень, мои дорогие, что идет. А ведь и правда, по этой карте дом или что завершится, кто-то будет обустраивать свой дом или задумается о переезде. Кто-то, все же мы все разные, будем реалисты, поэтому для кого-то из вас, может быть, будут решаться вопросы по части личной жизни. Может быть, одна из часть вашей жизни, как одна история, уже завершилась, а есть новые отношения, которые не оформлены. И вот подумайте, может быть, как раз где-то в апреле так сложится ситуация, что вы задумаетесь и оформите отношения и вместе проживать. Что уйдет критическое мышление, мои дорогие, вообще это ваша карта, потому что очень часто по аркану сила Солнце в Деве, ну и критическое мышление. Поэтому вот здесь вот нужно как-то вашу силу, она никуда не уходит, но вам это нужно трансформировать. Потому что да, вот до какого-то итога, посмотрите все карты, вы подводите явно итог. Но это сразу означает переход. Вот вашу эту силу нужно в другой формат, в другую плоскость, на другую должность, в другие, может быть, у кого-то отношения. У кого-то это будет переезд или дом. Перемены на пороге, мои дорогие. Но вот не будет в том ключе, вот правда, то что-то будет, как новые люди в вашу жизнь могут приходить. Вы тут можете что-то переиграть кардинально. Кто-то из вас будет менять все-таки и жизнь личную. У кого-то из вас это прорыв в карьере. И это значит, что, может быть, в последующем вы будете вспоминать о дне прошлом, может быть, то, что тянулось 2025 год. И еще где-то ну, включая по апрель 2026. Какие вопросы вы пытались решить? Вы знаете, вы себе потом скажете спасибо. Но давайте мы с вами спросим такой вопрос, зададим. Что внезапно, что неожиданно, что, девы, вас удивит? Человек удивит, какое-то предложение удивит. Вы тоже будете анализировать, потому что умом, рациональным мышлением вы будете понимать, что но это пока ситуация, вроде отказаться не могу. Но и пока дальнейшая траектория непонятна. А тем не менее приходит победа. Новая победа. Причем жезлы, дела, работа, бизнес, важные согласования. Новые люди, вполне вероятно. Новые победы как свершение. Конечно, это больше работы, откуда приходят деньги. Это новый статус, мои дорогие, вас удивит. Новые возможности, королева мечей. Может быть, и будет совершенно новый человек в вашей жизни. Но есть тут и такая подсказка. Ведь всегда говорю по королеве мечей, это как прообраз Юдифи. А Юдифь, как известно, отказалась, так отказалась. Или как отрезала, так отрезала. Вот и вам, вот верхний ряд, да, что уходит. Я сказала, вот как будто свою силу, свои планы. Может быть, даже отчасти ваша вот эта скрупулезность, в чем-то перфекционизм. Но вот это нужно переложить как на новые действия, на какое-то совершенно новое направление, стратегию, назовите как угодно. И не случайно вот эта змея. Обратите внимание, Чиро Маркетти прорисовал птицы, много информации. И вот одна птичка подлетела к кошке. Так вот, как-то неосторожно приблизилась к этому зверю, и вроде бы милое животное, такое симпатичное, кажется, ласковое, и мы с вами знаем.
Бросок кошки молниеносен, а когти смертельно опасны. Поэтому не рискуйте собой, мои дорогие. Здесь нужно, да, надеяться на самого себя и просчитывать. Вот в данном случае, может быть, вот это критическое мышление, будут у вас те вопросы, когда не расслабиться. Может быть, кому-то и захочется расслабиться, а вот нет. Вас это может даже удивить. Вроде бы вы будете думать, ну вот уже были какие-то договоренности. Тогда будьте готовы к тому, что какие-то занозы, они все-таки будут. И вот вам быстро нужно будет включиться в какой-то вопрос, в тему, потому что это для вас как ваша популярность. Юдифь вошла в историю, мои дорогие. Правда, даже Ветхий Завет. Поэтому, может быть, и вам придется такой поступок совершить. Что вас удивит, мои дорогие, что для вас будет внезапно. Но я много раз уже сегодня говорила о том, что перемены, нулевой аркан, новое качество жизни, новые возможности. И у нас тут шут едва ли не старше, чем маг, поскольку жонглирует всем зодиаком. Поэтому явно договариваться с разными такими людьми. Может быть, и в ситуациях несколько спорных или непонятных. Есть ведь такое хаос перед началом творения. В одной из колод прописанное. Вот вокруг вас может происходить хаос. Но ваша сильная позиция будет именно в том, что вы умеете все расставить по местам. Вы, кстати, можете вот именно каким-то важным действием, важным словом или участием в чем-то продуманным, таким осторожным. Может быть, будет у вас контакт с тем лицом, который имеет как знаковое значение в вашей судьбе. Тут вы можете что-то просчитать. Вы именно можете предупредить какого-то человека, и это как ваша услуга, добрую службу вы кому-то сослужите, может быть, и так. И в последующем у вас сложится какой-то, может быть, даже и союз. Ну или, по крайней мере, вот какой-то такой нетрадиционный шаг с вашей стороны может быть. Причем, мои дорогие девы, для вас-то это все понятно, а человек этого не видит. Знаете, вот хочется сказать, иногда, если карта силы, это у нас часто, я говорю, это именно дева, критическое мышление, а по аркану мага тут тоже Меркурий, мои дорогие, никуда не денешься. У вас тут судьбоносный апрель, похоже, будет. И по аркану маг в некоторых колодах в левом углу верхнем прорисован значение Меркурия, а в правом иногда прописано либо близнецы, либо дева, ну, планета-управитель. Может быть, это буквально что вас удивит. Какой-то человек, который тоже рожден под знаком зодиака Дева, а то и близнецы, одна планета-управитель. Может быть, у вас как раз вот какая-то интересная конфигурация, история с таким человеком. Или у него там асцендент, может быть, да, как вот по Деве, а то и по Луне, или в близнецах. Но вот есть какая-то взаимосвязь. Маг – великий практик. Тут может быть тоже человек – великий практик. Но вы, как смотрите на мир, может быть, с разных позиций, совершенно разных. Но будет что-то в июне месяце вот с таким человеком, когда вы объединяете ваши усилия, и это и получается какая-то победа. Может быть, это какая-то многоходовочка, потому что маг, от него можно чего угодно ожидать. Причем он все равно выстроит ту концепцию, которую он задумал. А для кого-то это будет союз двух сильных людей. Может быть, даже по части личной жизни, маг и аркан-сила. Когда, да, сложно договориться, это факт. Тут, в принципе, может быть сложновато договариваться. У каждого, как я сказала, свои приоритеты. Но вместе дважды, трижды вы сила, Марк, и сила. Поэтому тут новая концепция и как в личной жизни взаимоотношения может быть. Точно так же какой-то союз по работе. Что придет взамен, чего вы пока не видите, но это уже на пороге вашей жизни, вашей судьбы. Итак, следующая карта. Что нового, мои дорогие девы, придет в апреле? Неожиданности, поездки, странное поведение людей, спонтанные какие-то людские решения. Или знаете, когда много эмоций у человека, когда пообещал одно, и вдруг он взял, все переиграл. Будьте внимательны к этому. И нам ведь по этой карте не говорят, что нас пытаются обмануть. Вот представьте, вы едете за рулем авто, и все едут
ну, со скоростью потока. Обязательно один найдется, который устраивает слалом какой-то на дороге. То и в крайне левой, то в крайне правой полосе, то тут циркулируют между машинами. В итоге где-то встречаются на светофоре. Поэтому, то есть это у человека такая реакция. Это он импульсивный, эмоциональный. Да, он создает много каких-то трений вокруг себя. Он создает какую-то, ну, взбалмошность, суматоху вокруг себя. Ну, будьте готовы, по крайней мере, к этому. Поэтому тут могут быть такие события, что новое идет в вашу жизнь. Тем не менее, это идет, знаете, как вдохновение, какой-то праздник, какой-то восторг. И посмотрите, 2 тройки. Тройка – это всегда карта будущего. Новая команда. Может быть, вы, руководитель, будете так причесывать ваше окружение, мы где-то говорили. Или получение вашей должности, ну, новой должности я имею в виду, тоже где-то повлечет тот факт, что вы будете пересматривать сотрудников. Или, в принципе, ваше окружение. Кто-то будет учиться. Вообще, эта карта еще иногда жизненного экзамена, когда мы проходим. Но это все будущее. Вот его надо пройти, знаете, искусством мелких шагов. Здесь ни в коем случае нельзя собой рисковать или ставить себя под удар. Ну, это как на передовую кинуть, понимаете? Нет. Здесь нужно в тени оставаться. Вам действительно нужно быть магом, волшебником, серым кардиналом, назовите как угодно. Так больше получится. Так больше пользы для вас и меньше риска для вас. Но по этой карте, может быть, вам и придется в некоторых вопросах занимать такое нейтральное положение. Искать компромиссы. Вот это новое, да, вот то, что от вас потребует. Потому что не все пока объяснимо. Может быть, некоторые люди импульсивные, могут вас удивлять. Но ваша-то задача, кстати, избегать толпы, избегать конфронтации. Иногда это банально на работе конфронтация. Есть часть коллектива, которые за руководителя, есть часть, которая против, вам не вправо, вам не влево. Вам в Соломоновом решении какой-то надо пребывать. Что нового придет в вашу жизнь? Много планов. Но вам как будто нужно выбрать одно достойное направление. И именно в этом направлении, ну вот как будто больше усилий своих приложить. По этой карте мы ищем выход, и мы его находим. Если у вас сейчас сложная ситуация, или у вас затянулось какое-то ожидание. Вот здесь, ну, это будет именно от вашего решения какого-то. Здесь не должно быть иллюзий, ведь иногда это карта иллюзорного успеха. Мы думали одно, а по факту мы понимаем, нет. Вот этого одно не будет. Придется что-то переигрывать, да, вот я только об этом говорила, пересматривать. Такова, может быть, стратегия жизни или сложившаяся какая-то обстановка. И вот умение, да, не быть этим перфекционистом, а быстро перестраиваться. Быть где-то и магом, и волшебником, и вот в критическом мышлении. И вот посмотрите, что идет нового. Аркан колеса фортуны. Вот так работает фортуна. Это карта успеха, удачи, но не упусти момент дела. Мы ведь знаем, что не случайно колесо круглое. И если мы смотрим, как вращается колесо, оно нам кажется, оно идет сначала наверх, а потом будет неизбежно спад. Это диалектика нашей жизни, и поэтому не упустить время, потому что вот именно в апреле это ваше колесо фортуны идет именно наверх. А потом будут какие-то паузы неизбежно, если мы думаем, что ну вот я подумаю завтра. Нет, тут как энергии вокруг поменялись, а завтра уже другая энергетика, другая возможность. Придется где-то и самому перестраиваться тоже. Жизнь вносит свои коррективы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние душевные комментарии, за вашу помощь, поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на мой телеграм-канал, я буду вам искренне рада. А все ссылки я оставлю в описании под видео. И я вас люблю, мои дорогие, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.